Прибалтика идет по пути Украины. Смотрите, одно время на Украине было много зарабатывали на продаже советского наследства. Заводы, фабрики, поля, земли. Все это продавалось, перепродавалось. Ну и в конце концов, в общем-то, продавать стало нечего. И тогда на Украине нашли новый источник заработка — это продавать русофобию. И сейчас успешно это делают. Украину буквально заливают деньгами ради того, чтобы украинские чиновники и политики занимали такую позицию. Они занимают такую позицию, их заливают деньгами, они воруют, эти деньги выводят за границу, им хорошо. Народ за это платит, но народ кому не интересует. Судя по всему, в Прибалтике такая же ситуация. С точки зрения сегодняшних прибалтийских политиков и чиновников, с точки зрения их личных интересов, они поступают совершенно правильно. Вот смотрите, сейчас вся Европа накрыта американским зонтиком. Трамп был прав, что Европа паразитирует на Соединенных Штатах. Европа тратит на вооружение очень мало. Трамп потребовал, чтобы Европа тратила 5%. Я не поленился, 5% от ВВП на поддержку НАТО. Я не поленился, посчитал в деньгах. Вот разницу между 2% и 5%. Это 640 миллиардов долларов. Чудовищные деньги. То есть это очень большие деньги, которые скажутся на всем. На экономике, на образе жизни, на всем. И до каких пор Европа может откладывать выделение этих средств? До тех пор, пока идет украинский конфликт. Если бы не было русско-украинского конфликта, представляла бы угрозу Россия для Европы? Да, представлял. Видите, так мир устроен. Нельзя быть слабым, голым и раздетым, и безоружным рядом с сильным и вооруженным. Можно, но для этого надо проводить дружественную политику. Дружественную — это значит не враждебную. Категорически не такую, какую сейчас проводят целый ряд европейских лидеров и особенно страны Прибалтики. То есть так, как они себя сейчас ведут, они вести себя уже не смогут. Что нужно сделать? Нужно поменять политику. Либо надо тратить 640 миллиардов долларов. И при этом это ведь не спасает Европу, потому что Трамп сказал, все равно выведет американские войска. Выведет американские войска, будет ли работать 5-я поправка? Я сомневаюсь. Ситуация для европейских стран безнадежная, даже когда они будут тратить лишних 640 миллиардов долларов, им все равно надо менять политику. Но поменяться для европейских стран — это еще хуже, чем проиграть в войне. Нельзя поменять политику, не поменяв лица, ответственные за эту политику. То есть люди, которые сейчас возглавляют прибалтийские страны, которые являются политической элитой, и европейские тоже, они должны быть заменены. Поэтому для них вопрос, если возвращаться в начало того, что я говорил, вопрос украинского конфликта, продолжение, это вопрос сохранения их политической жизни. А с учетом целого ряда процессов, которые проходят в Европейском Союзе, сколько украли на коронавирусе? До сих пор вот расследуют, и там прячутся чиновники за неприкосновенность европейскую. Так вот, на войне на Украине украли в 1000 раз больше.
Одна чешская инициатива, когда стоимость снаряда вырастает в 100 раз до момента, когда его продают Украине, это ведь не просто так. Эти деньги, они ведь никуда не деваются. Если они в одном месте уходят, то в другом месте они появляются. Они появляются в карманах ответственных за эти процессы людей. И если война закончится, это обязательно будет расследовать, потому что поменяются ответственные лица, придут сменщики, они будут искать, куда же делись деньги, а кого-то надо будет списывать это все. Это вопрос не просто политической жизни, это вопрос личной выживаемости. Именно поэтому целый ряд европейских политиков занимают вот такую вот позицию, которую мы сейчас видим. Не скрываясь, говорят о том, что они категорически выступают за продолжение войны на Украине. Потому что для них надо либо поменяться, что для них катастрофа, либо чтобы война не прекращалась. Европейский Союз тратил оружие и финансовая помощь 40. То есть 640 и 40, экономия 600 миллиардов. Это большие деньги, вы правы. За эти деньги, поверьте мне, ну, никто не будет смотреть на погибших мирных жителей, на разрушенные города. Это капитализм.